Один-два раз. Один-два раз, еще раз о вкусе и безвкусице. Можно часто услышать два тезиса. Вкус либо есть, либо нет, а другие говорят, вкус нужно и можно развивать. Истина лежит где-то посередине, верно, отчасти и то, и другое. По порядку. Вкус – понятие условное. Где проходит граница, линия между красивым и безвкусным, каждый решает сам. Но есть все же в любом обществе какие-то критерии понимания этой самой красоты. Эти понятия складываются у группы в целом или у каждого в отдельности как результат насмотренности, частого общения с вещами эталонными, с вещами, которые приняло общество или его элитарная часть. Это должна быть сложившаяся привычка окружать себя красивым. Это гармонизирует внутреннее состояние. В противном случае человек логично испытывает дискомфорт. Привычка эта складывается из поколения в поколение. То есть, если за вами, например, все время убирали постель или мыли посуду, вы к этому привыкли, и когда это делать перестали, вы испытали дискомфорт. Стали продолжать это делать сами, учить этому детей или делать за них, потому что за вашими родителями, вероятно, тоже кто-то это делал. Само собой, такая привычка не возникает. Так и потребность к красивому не возникает в одночасье и ниоткуда. Это генетическая память. Поэтому и говорят, что вкус либо есть, либо нет. Одной жизни мало, может так оказаться. Но попытаться развить можно, да. Увеличить насмотренность красивого, подсмотреть эти самые критерии там, где таких эталонов больше. Например, дизайнеры графики много смотрят собратьев по цеху современных и, конечно, старых. То есть относительно старых, молодая профессия еще, да. Создать современный интерьер со вкусом, не рассмотрев тысячи новых и старых интерьеров, без понимания всей цепочки развития, без чувства архитектурных стилей невозможно. Ведь стиль – это хороший базовый шаблон, готовый образ, а чистота стиля – это квинтэссенция, концентрат эталонных составляющих, да еще рождающая возможность бесконечного добавления элементов. Только если вы знаете, какие элементы можно добавлять и какие нельзя. А если про картины, насмотренность можно увеличить в салоне, в галерее, в музее, в зарубежном музее. Не потому, что там прям лучше, там просто зачастую больше. В такой последовательности, да, и часто. А если вы свою насмотренность остановили на салоне, значит, этого уровня красоты вам хватает для комфортного состояния. И, вероятно, ваше красивое очень сильно будет отличаться, например, от моего красивого. И линия, где заканчивается красивое и начинается безвкусное, или слишком приземленная, массовая, кич, эта линия у нас тоже будет разная. Так складывается средневзвешенный вкус общества. И эта планка может кого-то покоробить. И она в разных странах разная. Например, во Франции в XVIII веке элита переборщила с салонной слащавостью, практически навязала свое красивое. А русские передвижники в XIX веке, по-своему воспринимавшие предназначение искусства, напротив, вытаскивали на свет некрасивое. Европа к началу XX века наелась безэмоциональным реализмом настолько, что стала искать новые изобразительные формы. Искали топорно, иногда коряво и совсем некрасиво. Новые измы довольно сильно запутали обывателя, но генетическая вкусовая память общества и некая временная фильтрация позволили что-то принять, что-то отсеять, дать оценку и во всяком случае согласиться с тем, что это интересно для истории искусства. То есть многие вещи так и не стали эталонно красивыми, но они, безусловно, представляют исторический интерес. Что касается СССР, трудно винить общество за условно безвкусные вещи, за кич. Если на страну на сотню лет надели шоры, закрыли границы, не давали смотреть по сторонам, а в самой стране особо ничего не осталось для просмотра, кроме политически ангажированных эталонов, генетическая память сработала плохо. То есть у нас есть крайне незначительное количество артефактов, сконцентрированных в основном в двух столицах.
Есть последствия внутренних и внешних военных катаклизмов, официальный соцреализм в домах культуры и грубоватые обнаженные барышни и лебеди на привокзальном рынке, что, собственно, в домах и оседало, и ковры. И на самом деле в таких вещах тоже есть своя традиция. Это и примитивное искусство, и восточные влияния какие-то. И такие вещи могут являться не кичем, а фрагментами и даже эталонами формирования вкуса, только в другом контексте, в другой стране, в другой культуре, в другом бытии и языковой среде. А здесь это было просто грубоватое заполнение пустующей ниши в советском арт-пространстве. А в это время в каком-нибудь маленьком голландском Харлеме и сам старый город каждый день перед глазами, и артефактов полно, и прочие страны и культуры доступны не только по книжкам. Ну и дома не ковры висят. И генетическая память от того рождает другую вкусовую планку из поколения в поколение. Это не значит, что там все хорошо, у нас все плохо. Просто первичные данные разные. Там сейчас проблем очень много, но деградация вкуса – это процесс тоже не ежесекундный, поэтому кто-то развивается, кто-то деградирует. А еще развитие вкуса общества и вкуса каждого в отдельности связано с развитием культуры, а это уже находится во власти элиты. И когда большая часть общества, если и думает о вкусе, то только о вкусе посаженной картошки, и это не от хорошей жизни. Генетическая память тонкого вкусового восприятия художественных произведений снова может дать сбой. Да, может.